Наверное, каждый новичок, а также опытный трейдер знает самую простую стратегию заработка, а именно купить криптовалюту дешевле, а продать дороже. И казалось бы, ничего сложного в этом нет, ведь в начале этого года можно было купить биткоин всего за 16,5 тысяч долларов, а на этой неделе продать за 44 и заработать целых 160% прибыли. При этом вам нужно было просто ждать. Но как показывает практика, ожидание это самый сложный процесс в инвестировании, потому что чем дольше мы ждем, тем больше сталкиваемся со страхом, неуверенностью, жадностью, фудом, ну и конечно же эффектом ФОМа, когда продаешь биткоин по 30 тысяч, а за месяц он растет еще на 40%. И если вы думаете, что только у вас не получается зарабатывать на крипте, это совсем не так. Ведь многочисленные опросы и исследования, как например брокера eToro, показывают, что около 90% инвесторов теряют свои деньги на криптовалюте, хотя если взять тот же трейдинг, показатели могут доходить и до 99%. Средние потери этих 90% трейдеров составляют 36,3% от торгового баланса, и в результате 75% инвесторов уходят с рынка менее чем за 2 года. Так было всегда на всех финансовых рынках, потому что инвестирование и торговля активами – это очень старая сфера, которая больше 200 лет. И даже на американском фондовом рынке 90% инвесторов также теряют свои деньги. Но как войти в эти золотые 10%, чтобы прекратить постоянно терять свои деньги и уже наконец-то начать зарабатывать на криптовалюте, вы узнаете сегодня в видео. В данном ролике я не буду озвучивать и так всем понятные факты, наподобие купил дешевле, продал дороже. Сегодня мы уделим особое внимание психологии рынка, ведь именно эмоции – это наш самый худший враг, который чаще всего приводит к потерям. Я на примере исследования отвечу на вопрос, почему же криптоинвесторы теряют деньги, поделюсь своим личным опытом инвестирования в крипту, а также мы разберем, какая стратегия помогла Уоррену Баффету стать самым успешным инвестором в мире, и как Майклу Сейлору удалось заработать 2,3 миллиарда долларов на биткоине всего за 3 года. Это видео будет полезно не только тем, кто уже купил крипту и не знает, что с ней делать, но и тем ребятам, которые хотят купить биткоин, но боятся зайти на хаях. Поэтому обязательно смотрите до конца. А поскольку сегодня мы сделаем больше упор на торговлю на споте, следующее видео мы хотим посвятить секретам торговли именно на фьючерсах, которые кардинально отличаются от спота. Поэтому, чтобы такой ролик вышел гораздо раньше, давайте наберем 800 лайков. За вашу поддержку я вам безумно благодарен и желаю вам приятного просмотра. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, мы давно хотели снять это видео, и на данный момент, когда неуверенность на рынке растет с каждым днем, оно будет для вас полезно как никогда. Но не забывайте, что ежедневно полезной информацией и самыми актуальными новостями из мира крипты мы делимся в нашем телеграм-канале, где мы постоянно на связи в отличие от ютуба, и всегда держим вас в курсе самых важных событий. И если вы прямо сейчас желаете получить топ-5 самых лучших книг, которые помогут вам прокачать ваши знания в инвестировании и торговле на криптовалюте, переходите и подписывайтесь на наш телеграм, где вас уже ждет этот пост. А что касается жесткого напряжения на крипторынке, то оно безусловно есть, особенно сейчас, когда малейшая просадка биткоина заставляет инвесторов в страхе продавать крипту и открывать шорты. Но это происходит не потому, что вы провели качественный анализ и пришли к выводу, что рынок будет падать, а потому что ваш внутренний страх заставляет вас думать, что все пойдет вниз и на это можно будет заработать. Но многие так думали, когда биткоин вырос до 40 тысяч. Правда, кроме ликвидации шортов на 400 миллионов, никакого падения не было. Поэтому давайте выделим 3 главные причины, из-за которых вы постоянно теряете. Это такие факторы, как непонимание психологии рынка, полное отсутствие стратегии, которой вы должны придерживаться, ну и, конечно же, нехватка знаний и опыта. Именно эти 3 вещи отличают успешного трейдера от профана, который пришел в крипту зарабатывать на красной Lamborghini. Из этих 3 причин, наверное, 90% успеха заключается только в психологии. Но что это вообще такое? Глядя на график биткоина, мы видим, что его цена либо растет, либо падает. Как правило, это происходит из-за новостей, так называемых фундаментальных факторов, общих условий на рынке, а также настроение инвесторов. Когда на рынке царит положительная атмосфера, которая в данном случае началась после шумихи вокруг ETF, инвесторы более активно покупают биткоин, чем во время медвежьего рынка 2022 года. Но реальность такова, что даже когда на рынке появляются хорошие новости и цена биткоина идет вверх, большинство инвесторов не покупают биткоин из-за банального страха, хотя в это время биткоин все равно растет. И здесь в игру вступает эффект ФОМа, или проще говоря страх упустить выгоду, который вынуждает многих инвесторов совершать банальные ошибки. Наглядный пример, как движение биткоина
биткоина создавала эффект FOMO в этом году. Каждый из таких мини-циклов можно разделить на 3 этапа, а именно полное отсутствие веры в рост, где никто не покупает, фейковый подъем, когда все ожидают откат на предыдущее значение, и пик жадности, когда FOMO берет над вами верх, и вы все же решаетесь купить, чтобы не упустить прибыль. Но далее есть еще 3 этапа, а именно усреднение биткоина, когда цена начинает снижаться, далее паника, когда биткоин начинает проседать на 15-20%, ну и завершающий этап, в кавычках, фиксация прибыли, дабы избежать дальнейшей потери. И такие банальные ошибки совершают многие инвесторы. Чаще всего эти эмоциональные качели возникают из-за второй причины, а именно отсутствия четкого плана и стратегии инвестирования. Ведь, как говорил Бенджамин Франклин, если вы не можете планировать, значит вы планируете потерпеть неудачу. На практике все будет именно так, потому что без стратегии ваше инвестирование ничем не будет отличаться от какой-нибудь рулетки в казино, хотя шансы на победу в рулетке будут гораздо больше. А четкая стратегия у вас отсутствует наверняка из-за того, что у вас нет должных знаний и опыта. Как я говорил еще в начале, даже на фондовом рынке опытные инвесторы теряют деньги. И, кстати, интересно, что за 2023 год на Уолл-стрит все, кто открывали шорты на криптокомпании, как, например, Coinbase, потеряли 6 миллиардов долларов. Поэтому, если даже опытные инвесторы теряют, то не имея вообще никаких знаний, а уж тем более на рынке крипты, ваши потери будут гарантированы. Поэтому, если вы не знаете, с чего начать, то вы всегда можете присоединиться к подписке Coin22 Pro, ведь благодаря нашим опытным экспертам вы сможете получать знания, которых с первых дней будете применять на практике. Мы делаем особый упор именно на практику, ведь теория – это только 20% успешной торговли. Став участником Pro, вы ежедневно будете получать прибыльные сделки, как, например, лонг по монете Matic, который принес 60% профита, за счет того, что в сделке была указана лучшая точка входа и уровень для фиксации прибыли. Наш формат работы очень простой, а в случае любых вопросов вам всегда поможет наша круглосуточная поддержка. На официальном сайте Pro вы можете получить больше информации касательно подписки и найти ответы на многие вопросы. А поскольку до Нового года осталось всего 3 недели, у нас действуют очень хорошие скидки, поэтому если ты не хочешь упускать такую возможность, а желаешь начать зарабатывать на активном рынке с Coin22 Pro уже сегодня, просто напиши нам по ссылке в описании. Теперь, когда мы четко обозначили причины, по которым вы теряете на крипте, нужно найти пути их решения. Начнем с самого сложного – борьба с FOMO. Сейчас это самая актуальная проблема, особенно для тех, кто продал весь биткоин по 40 тысяч, а также для тех, кто не успел его купить по 30. Хотя в наших роликах еще летом я много раз вам говорил, купите биткоин. Решить эту проблему можно несколькими способами. Поскольку все приходят в крипту, чтобы за день со $100 сделать миллион, сразу настраивайте себя на то, что вы можете очень легко потерять. Ведь биткоин и альты не могут расти 24/7. Известная цитата самого успешного инвестора Уоррена Баффета гласит: правило номер 1 – никогда не теряйте деньги. Правило номер 2 – никогда не забывайте правило номер 1. Это золотое правило Уоррена Баффета, потому что философия его инвестирования заключается в сохранении капитала. Поэтому если инвестируя в крипту вы остаетесь при своих, это уже очень хорошо. Я прекрасно знаю, что потеря денег у любого вызывает страх и выброс адреналина, за счет чего мы испытываем эмоции. Но для этого и нужно использовать для инвестирования только те деньги, которые вы легко можете потерять. Запомните, никогда не нужно покупать крипту на последние деньги, сбережения на недвижимость, не дай бог брать кредит и так далее. Это заранее проигрышная тактика, которая вызовет еще большие проблемы. Есть даже мрачные истории, что в 20-х годах на Уолл-стрит во время финансового кризиса трейдеры прыгали из окон, потому что не могли принять огромные потери. Такие же истории были и на рынке крипты, когда после падения из-за краха Terra Luna трейдер из Таиланда спрыгнул с 13 этажа, когда потерял $2 миллиона. Поэтому если вы желаете всерьез заняться криптой, переезжайте на первый этаж. Рынок – это очень жесткое место, поэтому борьба с FOMO, а также осадок после очередной неудачной покупки должен стать для вас стандартным процессом. Ведь согласитесь, что когда вы продаете крипту в плюс, хорошие эмоции пропадают куда быстрее, чем воспоминания о потерях. Да, сейчас биткоин улетел выше 40 тысяч и консолидируется на уровне около 43. Ситуация с альтами немного другая, но все же очень много альтов пробили свои годовые максимумы, как, например, AVAX, Link и Solana. Но если биткоину осталось всего 60% до его исторического максимума, то альтам как минимум 100, 200, а то и 300% нужно вырасти, чтобы вернуть уровни 2021 года. И в данном случае окончательно решить проблему с FOMO вам поможет создание своей стратегии инвестирования. Нет, я не говорю, что вам нужно придумать новую сверхприбыльную тактику. Речь идет о том, что вам нужно постоянно придерживаться определенной стратегии и не менять ее независимо от того, что происходит на рынке. Возвращаясь к Баффету, он неоднократно говорил, что если ты не готов держать активы минимум 10 лет, тебе не место в инвестировании. Ведь магия процентов имеет потенциал только в долгосрочной
долгосрочной перспективе. Долгосрочное инвестирование я поддерживаю на 100%. И те, кто давно смотрит наш канал, знают, что я всегда говорил: покупайте крипту, отправляйте ее на холодный кошелек и забывайте минимум на 1 год. Вы наверняка подумаете о том, что если бы вы купили биткоин на максимуме 2021 года, то в конце 2022 вы бы потеряли 76%. Да, в рамках года ваш портфель был бы убыточным, но самый большой кит Майкл Сейлор всего за 3 года смог доказать, что на биткоине можно заработать, ведь на данный момент его нереализованная прибыль составляет 2,3 миллиарда долларов, хотя он начал покупать биткоин еще в 2020 году. Стратегия Сейлора максимально простая и состоит из 2 слов: просто покупай. Начиная с 2020 года Сейлор постоянно покупал биткоин. Это было и по цене 15 тысяч, 20, 40 и даже на максимуме 69 тысяч Сейлор также покупал. И даже несмотря на убытки его компании в 6 миллиардов долларов во время падения в 2022 году, Сейлор все равно накапливал, а последняя его покупка была в ноябре на уровне 37 тысяч, и за счет постоянного усреднения ему удалось добиться средней цены в 30 252 доллара. Вот поэтому целый год я постоянно повторял, что нужно покупать биткоин и формировать портфель в соотношении 70-20-10, то есть ваш портфель всегда должен состоять на 70% из биткоина, на 20 из эфира, а 10 это альты. Но я знаю, что вы любите альты намного больше, ведь сложился такой стереотип, что можно купить любой альткоин или мемкоин, как например Пепе, и заработать 100 иксов. Но цифры говорят сами за себя, и в долгосрочной перспективе выиграл биткоин, поэтому не стоит его недооценивать и надеяться на альты. Держите максимум 10% альтов, и то это должны быть более-менее перспективные и капитализированные проекты, но при этом вы всегда должны учитывать, что переиграть рынок просто невозможно, и вы никогда не сможете стать победителем в этой игре, потому что инвестирование – это игра с эмоциями, вашими рисками, другими участниками рынка и постоянными фейковыми новостями, так что будьте к этому готовы. Сегодня я постарался вкратце затронуть главные вопросы, но эту тему можно обсуждать часами, поэтому давайте продолжим наше обсуждение в комментариях. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы под этим видео, на которые мы обязательно ответим. Более подробные прогнозы и крипто-новости есть в нашем Telegram, поэтому не забывайте подписываться, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами мы увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!